Как определить приближающийся инсульт? Подскажут пальцы рук. Инсульт – крайне опасное заболевание, на которое приходится 10% всех смертей. Особенно риск возникает в преклонном возрасте. Не всегда человека удается спасти, когда беда уже наступила, а вот предусмотреть ее можно, если обращать внимание на ряд признаков, о которых мы расскажем в данном видео. Напомню, что на этом канале каждый день выходит новый ролик о средствах народной медицины. Подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать полезные видео. Что такое инсульт? Это острое состояние, возникающее из нарушения кровоснабжения мозга. Существует два варианта инсульта. Ишемический, когда блокируется просвет кровеносного сосуда в шее или голове, и геморрагический, когда разрыв стенки сосуда приводит к кровоизлиянию в мозг. Кроме них есть транзинаторная ишемическая атака, при которой кровоснабжение мозга также нарушается, но проходит самостоятельно без пагубных последствий, как при инсульте. Из-за этого многие люди, пережившие такое состояние, не обращают на него внимания. Но это опасный звоночек, который свидетельствует о высоком риске полноценного инсульта. Распространенное мнение, что инсульт происходит при резком повышении давления. Действительно, большинство инсультов имеет гипертоническую природу, но это далеко не единственная причина. Резкое падение давления также часто становится причиной такого приступа. Например, оно может произойти из-за передозировки лекарств от гипертонии. Что повышает риск инсульта? Нарушение кровоснабжения возрастает по следующим причинам. Во-первых, это употребление большого количества трансжиров и развитие атеросклероза. Во-вторых, гипертония и другие заболевания сердца. В-третьих, сахарный диабет. Четвертая причина – лишний вес и малоподвижный образ жизни. Ну и вредные привычки. Курение, злоупотребление алкоголем – все это также увеличивает риск наступления инсульта. Как распознать инсульт? Это очень важно сделать своевременно, ведь чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем больше шансов на выздоровление. Опасность инсульта в том, что даже выживший после приступа человек может оказаться частично или полностью парализован. Также распространенными последствиями являются нарушение зрения, речи, деменция, депрессивные расстройства и боли в разных частях тела. При жалобах на плохое самочувствие и головную боль необходимо измерить давление человека и проверить его по схеме УЗП. Для этого попросите человека улыбнуться, сказать небольшую фразу и одновременно поднять вверх две руки. Если при улыбке рот неестественно перекошен, человек запинается, а при поднятии рук одна запаздывает или отклоняется, то это признаки инсульта. Срочно вызывайте скорую помощь. Пока она не приехала, нужно положить человека на кровать, открыть окно и расстегнуть ему одежду, а голову повернуть на бок. Однако все это справедливо в ситуации, когда инсульт уже наступил. Но можно ли его предвосхитить, узнав о надвигающейся беде заранее? Существует немало отзывов о советах китайских врачей, которые определяют риск этой болезни по пальцам рук. Одной женщине, своевременно обратившей внимание на эти признаки, такие советы спасли жизнь. О чем говорят пальцы? Специалисты называют три основных показателя, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, это нарушение подвижности пальцев. Такое чувство скованности сочетается с бледностью кожи. Если это происходит редко и связано с холодной погодой, то, конечно, ни о каком риске инсульта оно не свидетельствует, но при постоянстве такой проблемы стоит пройти обследование. Во-вторых, вздутие сосудов. Такой симптом может наблюдаться в состоянии психического возбуждения или при повышении давления. При резких скачках сосуды надуваются внезапно и ненадолго. В-третьих, онемение пальцев. Опять же, в условиях холода это возможно и нормально, но если вы чувствуете онемение пальцев регулярно и вне зависимости от погодных условий, то это сигнал мозга о проблемах с кровоснабжением. Вы обращали внимание на эти признаки? Как определяете скачки давления по самочувствию? Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!